Всем привет, канал Польза.нет, и как всегда IP64 топить ни в коем случае нельзя, это iQOO Neo 9S Pro Plus, идем топить. Так, ну и классически, разумеется, это все дело мы сейчас будем притапливать, но так делать нельзя. При утоплении здесь я надолго опускаться не буду, максимум секунд 15, посмотрим, будут ли. Да, пузырики, видите, выходят, значит топить все-таки нельзя. Все тесты были проведены до утопления. И вот так примерно он сможет пережить легкое попадание влаги. Так делать не стоит. Даже Vivo X100S с IP69K от BBK. Будем надеяться, зря надеялся. Все, погиб. Жесть, минус 40 штук. Все, в топку, больше iQOO я не топлю. Все. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом iQOO Neo 9S Pro Plus. И насколько неразумно название, настолько разумно его рассмотреть к покупке. Почему? Потому что это дело может снимать в 4К 60 FPS довольно адекватно, еще и на ультраширик тоже. Потому что у него прямые грани, потому что экран 144 Гц, за 30 минут он с копейками заряжается. Пусть у меня есть определенные вопросы к нему, но всякие там сканеры отпечатков пальцев, которые расположены по флагманс, довольно приличная фотография и очень приличный и привычный мне внешний вид. Помните iQOO Neo 9? Ну прям супер. Притом еще и здесь у нас Snapdragon 8 Gen 3. Полноценный. Не обрезанная S-очка, не Gen 2, а прям монстр. Единственное, разумеется, рамка пластиковая, есть инфракрасник, нет мини-джека, Type-C-шник не идеально по центру, но это уже если придираться. Разумеется, стерео. Смотрим. Распаковка. Поставляется эта модель в упаковке, выполненной в черном картоне, кстати, как и другие iQOOшки, с названием и краткими характеристиками модели. Даже Realme GT7 Pro и iQOO 13 в подобных коробках приходят. Упаковка хорошая, в комплекте у нас смартфон с наклеенной защитной пленкой, притом довольно неплохой, от завода. Силиконовый обыкновенный чехол, краткое руководство, блок питания на 120 Вт с китайской вилкой и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Слот прорезиненный на 2 нано-сим-карты, карту памяти запихать сюда нельзя. Весит же смартфон 194 грамма, а габариты 164 на 75,9 на 10,6 мм с блоком камеры, а без него 8,6 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. И вы автоматически в розыгрыше. Подписаться на Телеграм-канал скидок, плюс я еще iPhone 16 разыгрываю, кстати, купил его все-таки на Новый год в розовом цвете. Кто хочет участвовать в розыгрыше айфона, смотрите обзор по ссылке в описании, там есть условия. Все очень быстро и просто. Перейдем к обзору. Приобрести данный девайс можно в черной и белой расцветке, а также в синей с белой полосой. Тыльная часть стилизована под кожу, а в белом и черном цвете смартфон имеет стеклянные крышки. Внешне смарт выглядит неплохо, что можно сказать и про сборку, но рамка пластиковая, к сожалению. В руке смарт лежит комфортно, грани прямые, но со слегка закругленными краями. Одной рукой пользоваться смартом можно и довольно удобно. На корпусе расположили стандартную кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, ИК-порт и динамики. Мини-джека под наушники не завезли. Стерео неполноценный, перекос по громкости заметный, но качество звука не совсем плохое. В настройках можно обнаружить некоторые функции для персонализации звука, линейный же вибромотор по оси X, тактильно приятный и настраиваемый, но не топовый по моему мнению. Летим дальше. Смарт оснащен AMOLED LTPO 8T дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей, частотой обновления экрана от 1 до 144 Гц. Опять же, 144 Гц доступно по большей степени только в китайских приложениях, которыми вы пользоваться не будете. Соотношение экрана к корпусу 20 к 9, экран плоский, кайфовый, рамки не громадные, как и подбородок, и никаких супер загруженных
округлений здесь нет. Пользоваться мессенджерами удобно. Плотность пикселей субфлагманская 450, 2 ppi, пиковая яркость вы видите на экране, по моим замерам 1700 люксов, в принципе он это дело держит. Максимальная яркость рандомная, так же как и шим, то есть будем считать, что 1100 люксов. Он у меня и на стриме одно дело показывал, во время тестов другое, и об этом я расскажу в конце ролика. Есть поддержка HDR10+, полноценный Always On Display в наличии и шим затемнения до 2160 Гц. Показатели шима выше 20% не поднимаются, если измерять радексом. При измерении прибором ТК шим поднимается до 60%, и особо хочу отметить, здесь в инструментах разработчика есть удаление этого шима. То есть вы активируете режим для разработчика и в экране включаете полную широкоимпульсную модуляцию. По идее, мерцание должно быть снижено, но по факту на следующий день у меня мерцание на 100% яркости стало больше, чем было в раза 3. Почему в инструмент разработчика это дело спрятали? Мне кажется, потому что работает оно через пень-колоду, вот и все. Сенсорный отклик у экрана как и в играх, так и в повседневном использовании просто великолепен, молниеносен. Единственное, в каждой игре нужно в игровом режиме выставлять лучше максимальную чувствительность. Мультитач на борту и на 10 касаний одновременно экран откликается молниеносно просто. Разблокировать можно его при помощи ультразвукового 3D сканера отпечатков пальцев. Это редкость в смартфонах за такие деньги. Но работает он почти идеально. Вы на стриме могли наблюдать, как он отрабатывает. Кто-то устанавливает, допустим, на стриме был человек Android 15 версии, бета-версии у него сканер работал молниеносно. У меня сканер молниеносно не работал, и хочу сразу здесь отметить, что какого-то непонятного лешего iQOO теперь может заводить 5 одинаковых пальцев, как и Xiaomi. То есть вы можете все 5 раз завести большой палец, для примера. Я это дело не поддерживаю, надеюсь, что у них как-то с ПО поменяется что-то. По мне, это говорит о том, что безопасности меньше. Хотя у вас может быть другое к этому отношение, как многие говорят, зато лучше быстрее будет разблокироваться. Сканер внедрен под экран, ко всему его расположили на довольно удобном месте. То есть он не дешево расположен, а как нам любит рассказывать OnePlus, он расположен шикарно по-флагмански, высоко. Здесь есть функция распознавания лиц, стандартные способы разблокировки. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Притом без всяких приставок. Это никакой вам не S, как в Realme GT6 китайской версии. Это никакой вам там Fog Galaxy. Это чистокровный Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Так же, как был чистокровный, помните, Snapdragon 8 Gen 2 в Neo 9. Максимальная частота у него 3,3 ГГц, графический процессор обвесом Adreno 750. Стандартно есть чип Q1 для улучшения игрового процесса. Оперативная же память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Интерфейс Origin OS 4 на базе Android 14 версии, Google сервисы на борту, как и русский перевод. Но оповещение необходимо здесь настраивать. Притом, все равно это будет не очень просто. По беспроводным возможностям смартфон имеет поддержку Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G бенда 7 и 3 на борту, а вот 20-го очередной раз нету. И напоминаю, агрегация частот здесь тоже не глобальная. Но смарт у меня ловил нормально, пользователей очень много. Претензий к среднеценовому сегменту, так же как претензий к флагманам, как я и скажу в конце, меньше значительно. То есть, если вы покупаете себе смартфон, чтобы сэкономить, а вы покупаете вот эту вот пушку, гонку, бомбу, чтобы сэкономить, а не выбираете среди флагманов глобалок и не глобалок, рассмотреть можно и посмотреть, какое у вас покрытие, посмотреть, какой у вас оператор и чем он пользуется. Ну и плюс уже многие купили почитать мнение пользователей в разных регионах с этой трубкой, с разными операторами. Датчик приближения работает отлично. По тестам, скорее всего, он физический. Запись разговора есть и без уведомления собеседника о начале записи, что неудивительно, потому что это китайская версия смартов. Bluetooth чип версии 5.4, почти последний, но 6.0 я и не видел в смартфонах пока, и аудиокодеков на борту достаточно. NFC Smart поддерживает MRP и встает без проблем. GPS-тест двухчастотный, и это прям круто. Тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, стандартная для Qualcomm, ищет все быстро и правильно. Далее, емкость аккумулятора 5500 мАч, в PC-марке смартфон выдал космические 11 часов 27 минут, в Work Performance 12817 баллов, смарт поддерживает быструю зарядку до 120 Вт, но беспроводной реверсивной зарядки беспроводной нет. Заряжался он у меня от 0 до сотки за 38 минут, иногда за 40 минут, обещают 30 минут, я уверен, что у кого-то он за 30 минут и будет заряжаться, у кого-то может даже и быстрее, потому что очень сильно все зависит от прошивки, но они не хотят, чтобы смарт перегревался. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi уходит в среднем 4% заряда, в играх за 1 час уходит 21% заряда. Гоняли его в PUBG New State, было классно, было кайфово, чуть-чуть он сбросил яркость,
яркость, тач работал волшебно. Айкушки делают смарты под игры. Сейчас посыпятся комментарии. Игр на смартфонах не бывает, да? Я так не считаю. Тем более с смартами мы всегда. Как он прошел тротлинг-тест, вы видите на экране. Что он сделал в Geekbench, то же самое. Стабильности у него хватает. Проц по мне чуть-чуть задушен. 2 миллиона 25 тысяч баллов в Antutu он выбил. Storage-тест показал нормальные 157 тысяч баллов. Стресс-тест прошел не совсем хорошо, но, как всегда, результаты вы видите на экране. А кто его хорошо проходит, да? Переходим к камерам. Основной сенсор Sony IMX921 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.9 и максимально доступным разрешением для видеосъемки 8К 30 FPS. Также есть 4К 60 FPS и ниже. Суперстабилизация работает в 1080p 60 FPS. Сверхширик Samsung S5 KGN1 на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, углом обзора в 119 градусов и цифровой стабилизацией. Фронтальный же сенсор Samsung S5 K3 P9 на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в круглом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. По камерам ничего нового, в целом я сравнивал данную модель со смартфоном Xiaomi 14T, и если кратко, то фронталка лучше у 14T однозначно. В сравнении основных сенсоров, по общему впечатлению, 14T выдает приятнее изображение, но из темных участков IQ вытягивает больше информации. Местами детальность у него выше, и в целом картинка более яркая, притом стабилизация лучше у 14T. Короткие примеры вы сейчас увидите, и помните, что 14T это чистокровная глобалка со всеми бендами, и у него есть свои минусы, их хватает. Я бы сказал, он менее для меня комфортен для повседневного использования по ряду причин, но по мне, учитывая ценник, они реальные конкуренты, потому что, опять же, 14T это все бенды и агрегация частот, а IQ это китаец. И хорошо, что они с BBK вышли вместе с Vivo и пока ничего не блокировали, в отличие от второй ветки Realme, Oppo и OnePlus. Так, 4К 60 FPS без HDR и IQ и без HDR Xiaomi 14T. И вот так вы сможете примерно снимать на эти два смарта. Притом IQ может уходить на ультраширик, на основу и максимум делать зум X10. А Xiaomi максимум может X6. Так. Вот это X1. Вот это X1. Очень даже неплохо. Ну давайте вот плавно пытаюсь ввести. Не супер плавно, но плавно. Мне нравится, как IQ снимают. Хотя будем дальше смотреть. Будем смотреть дальше, но пока все круто. Ну вот смотрите, ультрастабилизация у IQ может быть в 1080p 60 FPS, а у Xiaomi в 1080p только 30 FPS. И вот если вас просто капитально будет водить из стороны в сторону, у вас будет тремор и вы будете бегать, то примерно вот так. Так, главное мне не упасть с балкона, да? Вот так вы сможете снимать на эти два смарта. Так, смотрите, у IQ не включена портретная стабилизация, но 1080p, конечно, для фронталки это печаль. У Xiaomi же 4К 30 FPS. И, разумеется, мне больше нравится, как снимает Xiaomi. IQ очень похоже на Vivo снимает. Vivo X200 Pro Mini. Позавчера был обзор, посмотрите. Печально. Досадно, но ладно, да? Ну что ж, 4К 60 FPS без HDR, сравнение в движении закат. Закат на Xiaomi это дело лучше выглядит. Во всяком случае, я так вижу. Вы можете видеть по-другому. И при рассеянном свете вот так вы сможете снимать. И неплохо, неплохо. Не скажу, что великолепно, но неплохо. Великолепно, вон 50% от 5 вещей. Вот. И при изменении освещения, сами все видите, у кого что лучше. Но напоминаю, что прелесть вот этой штуки в том, что можно на ультраширик перейти у IQ. И все. X6, X6. И вот так 4К 60 FPS на два смартфона. Съемка с двух рук. Что больше нравится в лифте, то и нравится, да? X06 и основа. Ну вот, чтобы понять, какая разница во фронталке.
она очень большая. Ладно, не будем мы называть их суперфлагманами, но, во всяком случае, в том же месте, где я все тестирую, я их потестирую. И вы сможете, если что, посмотреть другие обзоры и посмотреть, как вот с этим освещением романтичным все справлялись. Или как справлялись вот с этим вот видом. Смотрите, Айку пытается из темноты много чего вытягивать, но в итоге у него получается какая-то белиберда, потому что все в шумах, работа со светом мракобесная, и вот она разница, видите? Вроде у тебя ультраширик на 4К 60 FPS, а вроде толку от этого как бы довольно мало, если не сказать вообще нет. X10, допустим, и против X6. Но даже если 6 выставляем, печалька на обоих. Ну и разница 4К 30 FPS против 1080p 30 FPS. Как говорится, довольно очевидно. Да, шумы на рубашке у Айку, конечно. Ну что, ночь 4К 60 FPS, кони совсем чуть-чуть я поснимаю, потому что, ну, здесь, кстати, Айку отрабатывает по мне лучше, чем Vivo, чем Xiaomi. Потому что у Xiaomi какие-то цвета. Хотя, с другой стороны, все так мракобесно работает со светом, что здесь, мне кажется, в основном, не в основном, а вообще почти без разницы. Ладно. И вот так. Вот так это противная штука. Равносильно, равноценно, печально. Ультраширик. Основа. 4К 30 FPS против 1080p 30 FPS. Это последний заход. Все. Как говорится, Айку вам не камерафон. Но снимает не очень плохо. Так, делать нельзя, но не снять закат я не могу. Так. Там еще шел полицейский, поэтому лучше мне было вот так сделать. Ну, во всяком случае, повторяюсь, так делать нельзя. Съемка с одной руки. Продолжение банкета с 1080p 30 FPS. Если вот не сравнивать и просто снимать, ну, снимает. Хорошо, плохо, ну, нехорошо. Ну, Айку. Но на то и ценник 300 с копейками баксов, да? В рублях не смотрим. Стаб такой себе. Сейчас ради интереса включил усиление голоса, если ощутили, что лучше работает. А оно должно лучше работать. Но вопрос в том, насколько лучше отрабатывают все частоты и нравится ли вам такой звук. В этом разрешении, разумеется, можно переводить все на основу с фронталки. Так, ради интереса, кстати, вот это вот дело в 8К 30 FPS я выложу в ТГ личном. Наверное, вы здесь и смотрите. И самое смешное, можно еще X2 делать. Разумеется, подобное надо ставить на штатив. Разумеется, можно делать еще и X10 бесполезно. Но айкушники молодцы. Хорошие делают. Ах, смартфоны. Так, это 4К 60 FPS, если без сравнений. Это ультраширик 4К 60 FPS. Ультрастабилизация в 1080p 60 FPS только. И кому интересно, вот так будет выглядеть 4К 30 FPS. Не намного лучше. Так, все, у меня уже 4:30. Надо ехать успеть к коню. Так, начнем по катушке с ультраширика. Так делать ни в коем случае нельзя. Но 4:30 утра, утрированно, на улице 3 землекопа. Притом они точно не поедут на гору. И здесь движение в одну сторону. Хотя я, правда, пару раз видел, как сюда народ заезжал в невменяемом состоянии по этой стороне. Так, это был ультраширик. Теперь основа. И будем надеяться, что все закончится позитивно и для смартфона, и для меня.
Потому что вам надо увидеть, как это примерно будет дело снимать днем. Байк, стандартно съезд с горы. Уже, кстати, 2 года я кошмарю смартфоны в одинаковых таких же условиях. И я вам скажу, что даже среднебюджетки начинают снимать уже лучше. Просто, когда ты смотришь, наверное, на смартфоне, оно не особо видно. А вот когда смотришь на компьютере, телевизоре, это прям очень сильно заметно. И, опять же, мы любим не только хороший звук, но и хорошую картинку. К хорошему, как говорится, быстро привыкаешь. Вот так примерно вы сможете снимать с одной руки на этот смартфон. Насколько хорошо, ну не знаю, неплохо. Суперским назвать тяжело, съемку суперской, но как близко, но хорошая. Расширик. Переключение вы сами сейчас видели. 4К 60 FPS, музей современного искусства, Белград. Ну и опять же, был еще у нас Сцептор музей. Можете посмотреть в обзоре на 14 Pro и Ace 3 Pro от OnePlus. Я этих штук понимаю мало, честно. То есть традиционное искусство я еще понимаю, но с другой стороны, там, где нет повесточки, можно и попробовать понять что-то. Но опять же, это все всегда крайне специфично. Ощущение, что просто кто-то в 6 веке что-то выпиливал, да? Хотя, опять же, у разных людей разные свои чувства и ощущения. Вы понимаете современное искусство? Напишите мне, пожалуйста. Я должен знать свою аудиторию. Очень специфичный музей, я вам скажу. И скорее необходимо, наверное, знать в каком-то смысле историю искусства Сербии для того, чтобы понимать, что здесь и о чем. Очень специфично все. Ну, зато вы видите, как отрабатывает камера. Здесь немного интерактивного, как и в любом музее. Ультраширик. Немного набережной, 4К 60 FPS, но хочу отметить, что здесь, кстати, еще и включена стабилизация. И можно уходить на ультраширик, и можно уходить на основу, и можно делать X2. Вот так. И максимум зум X10. Вот так можно снимать мороженое. Автофокус. Такой он. Резкий. Вот такая площадка. Ультраширик. Ультраширик, конечно, на 4К 60 FPS это нечто. Единственное, автофокус. Еще и с автофокусом. Очуметь. Очуметь. Основа, X2 и X10. Ультраширик. Какая площадка. Нет никого. Так, 4К 60 FPS. Собор. И вот так вы сможете снимать на основной модуль. Это основа. Ультраширик. Очень масштабно. Очень красиво. Это все ультраширик. Безумно. Если объем передается, то я рад. Потому что безумно вообще крупно. 4К 60 FPS. Все еще продолжение. Это под собором помещение.
такой минус первый этаж получается. И ультраширик. Тоже в 4К 60 FPS. Выглядит очень масштабно. Ультраширик. 4К 60 FPS. И вот так здесь все реставрируется частично. Частично уже отреставрировано. Вообще полностью практически он отреставрирован. Выглядит очень круто. Это основа. И вот вам переключение. Видите, как цвет меняется с желтого на белый. Правильный свет белый. X10 максимум. То есть ультраширик у нас желтит. Чуть-чуть. — 4К 60 FPS и есть даже расписание. И панорама по QR-коду. Книга про то, как устроен структурный храм по этажам. Улочки Сербии. Так выглядит. 4К 60 FPS. И давайте ультраширик, потому что вообще на ультраширик ощущение, что это основа по градусам. Вот это основа. Вот это. Вот она основа. Какой красивый мотоцикл. Стоит на улице ультраширик в Белграде. 4К 60 FPS, кафе и церковь. Ультраширик. Так, ну и с ультраширика на основу на X10. Храм. 4К 60 FPS, церковь. Сидушки такие. Я не знаю, как это правильно называется. Стулья. Для служителей церкви. И церковь. Все, пора бежать. Немного ночного города. Вечернего. Немного пробежек горных козлов. Ультраширик. Основа. Как вот они носятся. Носятся, носятся, носятся. Ультраширик. Основа. Фокусу не помогаю. X2. 4К 60 FPS. Розовые фламинго. И еще раз. Если их не было. Ультраширик. Это была основа. И вечер. Вечер. Еще немного вечерние съемки на 1080p 30 FPS. Почему-то он переключает. А вот теперь вечерняя съемка 4К 60 FPS. И смотрим, как проезжает по на ультраширике трамвай. Как говорится, хоть паузу ставь. Основа. Вот она. И X10 абсолютно бесконечно бесполезна. И ночью тоже, и днем. Еще раз, если вас интересует мобильная фотография, единственное, что блогер может вам сказать, реально ли были цвета. Вот смотрите, цвета и на iQOO, и на Xiaomi. Xiaomi близок, хотя с волосами и у того, и у другого получилась какая-то беда с фронталки. Если говорить по поводу всего остального, рубашка, вы сами видите, как была сфотографирована великим и ужасным iQOO, и фронталка, повторяюсь, такая, что сравнивать ее не хочется. Если же брать основные модули, вот это у нас Xiaomi 14T, Vertura 1.7 и 23 мм. И здесь у нас эквивалент тоже 20, 35, 23. И тот, и другой смартфон справились неплохо. Если говорить про работу со светом, тут еще можно поспорить, потому что с одной стороны iQOO выиграла, с другой стороны вот эти ореолы, они вообще не романтичны, и в этом оно проиграло. Если говорить
про работу со светом, здесь то же самое, у iQOO она лучше. И в целом, кто бы вам что ни говорил, фотографирует смартфон прям на очень крутом уровне. Если по видео я еще там говорил, что Xiaomi вроде бы какими-то местами лучше, опять же, это субъективщина, и у вас есть свои глаза, то по поводу фото я однозначно бы отдал пальму первенства почти во всех сценариях использования с основным модулем, даже с ультрашириком iQOO-шки, ну, с основным модулем. Фронталка однозначно в одни ворота. Вот она фронталка у iQOO, вот она фронталка у Xiaomi. В лифте еще раз, притом Xiaomi, я считаю, неудачная фотография, но несмотря на это, полная ушатайка от Vivo. Опять же, игровой смартфон. Вот смотрите, здесь iQOO, видите? Эквивалент 15 мм, это у нас ультраширик. Видите, как основа. Если стаб не сработал, все плохо. И даже ультраширик на iQOO будет казаться вам значительно лучше. Хотя работа со светом тут тоже беда. Если брать вот это чудо, это ультраширик у Xiaomi и ультраширик у iQOO. Вот так, если смотрим, то здесь однозначно Xiaomi проигрывает. Но если начинаем увеличивать, в принципе, он продолжает проигрывать, потому что и стаб лучше отработал, и смазов меньше у iQOO. Хотя и та, и другая фотография не радуют, но Xiaomi не радует по ультраширику больше, лично меня. Опять же, скачиваем исходники в моей личной телеге и смотрим у себя. Минусы: пластиковая рамка, нет мини-джека, нет 20-го бенда и нет беспроводной зарядки. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там часто много всего полезного. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто и не мучительно. Смотрите, если говорить про смартфон, что мне еще не понравилось, помимо того, как я минусы вам перечислял, это то, что здесь очень странно работают динамики. Они громкие, у них, разумеется, перекос на нижний динамик, но они иногда очень громкие, иногда не очень. То есть все зависит почему-то от, допустим, вот в играх разных играешь, в одних громко, в других нет. Это, мне кажется, вот то же самое, как со сканером отпечатков пальцев. Вот сейчас я попытался разблокировать. У кого-то он разблокируется моментально, у кого-то не моментально. На стриме я показывал, что он не каждый раз разблокируется моментально. С шимом то же самое. Ловить, чтобы вам показать, что что-то рандомно, смысла не вижу. И как бы я ни разорялся, вот смотрите, за 30 тысяч рублей его спокойненько продавали во время распродажи, но курс был чуть другой. Когда мне говорят, что распродаж нету, есть, но они в долларовом эквиваленте. На момент издания обзора у нас доллар 115 наличка, 110-115, смотря в каких местах. И, соответственно, это устройство уже будет за 30. Почему? Потому что до сотки 300 долларов он стоит, а так чуть-чуть дороже получается. То есть в долларовом эквиваленте вот на всех распродажах, на всех площадках все эти девайсы падают в цене. Чего здесь нет? Здесь нет телевика, но неудивительно за эти деньги. Здесь нет металлической рамки. Ну, у Samsung A55 она есть, но система тормознутая. Здесь нет Android Auto. С другой стороны, вы реально за тридцатник надеетесь какой-то супер смартфон. Никакая фронталка, она фактически нулевая. Но, опять же, компромиссы. Если перечислять все и потом накладывать на то, что здесь есть, смартфон крутой. С другой стороны, что я хочу сказать про iQOO. Вот смотрите, BBK распалась в 2023 году. Спасибо подписчику, что недавно мне рассказал об этом. Я перепроверил, можете погуглить. И у них осталась Vivo iQOO, отдельная ветка, и отдельная ветка Realme, Oppo, OnePlus. Вот Realme, Oppo и OnePlus китайские смарты свои блочат. Не все модели, некоторые выходят на глобалку, некоторые нет. Будет ли это когда-то делать iQOO, это вопрос. Вот у меня, к слову, iQOO 13. Скоро буду на него делать обзор. А почему к слову? Потому что вот это дело мне разблокировал продавец в течение недели. То есть он мне писал, что это не просто, бла-бла-бла, и в общем не отправлял. Может быть, это была отмазка просто, чтобы отправлять долго. Но про iQOO, что нужно их разблочить, мне писали первый раз. Если говорить про это устройство, вы же для него пришли. Если у вас оно на руках, радуйтесь. У вас крутой смартфон. Да, вы будете там настраивать где-то оповещения. Да, с обновами что-то будет меняться. Да, китайщина в каких-то местах, можно сказать, везде где-то попадается. Но с другой стороны, в эти деньги на Snapdragon Gen 3 у вас, в принципе, и выбора-то нет. Единственное, огромный фейл, что какого-то лешего в Qualcomm у нас нет 20-го бенда. И для многих это будет критично. Так же, как вспоминаем про агрегацию частот. Хотя у iQOO очень многие смарты даже без 7-го и 20-го бенда ловят лучше, чем
некоторые покафоны, и по отзывам тоже. Поэтому девайсу от меня однозначная да для тех, кто знает, что он покупает. Минус, опять же, китайской версии, как я люблю часто говорить, и недавно вчера в обзоре на Vivo X200 Pro Mini сказал. У них нет возможности прийти и потрогать в магазине. То есть iQOO сейчас пришло, но с такими ценами, что в топку их. С другой стороны, кстати, если вы выбираете смартфон и собираетесь с ним долго ходить, я вам сейчас сделаю намек. Вот это дело может сейчас дорого стоить. И если вы в те же деньги iQOO 12, их флагман возьмете, это прям будет цвет, блеск, красота. Я вот одобряю прям на 100%. Но это нужно еще поискать. И то, и другое, разумеется, новое. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, что еще купить. Вполне возможно, сегодня еще сделаю прожарку Vivo X200 Pro обычного. Мини мы уже прогнали. Пишите в комментах, что я, может быть, не так сказал. Нравится ли вам смартфон. Участвуйте в розыгрышах. Добра и удачи вам, дорогие друзья.